Все началось в один из тех ничем не примечательных дней, когда семья решила отправиться на небольшую ферму неподалеку от города. В планах было вполне конкретное и скромное намерение – выбрать одного маленького котенка, подарить ему уютный кров и разделить с ним домашнее тепло. Однако у судьбы, как это часто бывает с появлением четвероногих членов семьи, имелись свои собственные, куда более масштабные планы. Переступив порог залитого мягким светом амбара, будущие хозяева увидели множество пушистых малышей, суетливо исследовавших сено. Но среди них мгновенно выделился один – ярко-рыжий, круглый, словно спелый апельсин, комок шерсти с невероятно ясными умными глазами цвета светлого янтаря. Стоило человеку опуститься на корточки и бережно поднять его на ладони, как между ними произошла мгновенная вспышка взаимопонимания. Маленький котенок не испугался, не попытался вырваться или спрятаться в рукав. Он лишь деловито переступил мягкими лапками, свернулся калачиком прямо на ладони и завел звонкую, уверенную песню мурчания. В его взгляде читалась абсолютная и непоколебимая уверенность. Выбор сделан, и спорить с этим бессмысленно. Домой семья возвращалась уже с двумя усатыми спутниками. Рыжика назвали Чито, в честь знаменитых ярких кукурузных палочек, чей цвет идеально гармонировал с его огненной шубкой. С первых же месяцев совместной жизни стало совершенно очевидно, Чито категорически не вписывается в классические представления о кошачьем характере. В то время как большинство кошек ревностно охраняют личное пространство, проявляют высокомерие или настороженность к незнакомцам, Чито оказался прирожденным миротворцем и душой любого сообщества. В округе его быстро прозвали местным светским дипломатом. Стоило какому-нибудь соседскому коту выйти на неспешную прогулку по тротуару или забору, можно было со стопроцентной точностью предсказать его траекторию. Он неизменно направлялся во двор к Чито. Рыжий кот никогда не шипел, не выгибал угрожающую спину и не делил территорию на свое и чужое. Он просто невозмутимо сидел на деревянном крыльце или зеленой лужайке, транслируя в мир такое колоссальное спокойствие, что даже самые задиристые уличные коты мгновенно успокаивались. Они рассаживались вокруг Чито тесным дружеским кругом, наслаждаясь теплом полуденного солнца и мирной тишиной. Казалось, харизма этого кота распространялась на всех вокруг, но никто не мог предположить, что его обаяние перешагнет через границы домашнего мира и найдет отклик в диких лесных сердцах. Дом семьи стоял в уникальном месте, на самом краю глубокой природной лощины, которую местные жители называли Кули. Это был потрясающий живописный овраг, поросший вековыми деревьями, диким кустарником и высокой густой травой. Лощина служила естественным зеленым коридором для множества лесных обитателей. Здесь бурлила своя, скрытая от людских глаз, жизнь. Порхали редкие птицы, бесшумно скользили лисы, пробегали койоты, и целыми поколениями паслись осторожные белохвостые олени. Жители прилегающих домов прекрасно знали о таком соседстве, однако дикие животные всегда строго соблюдали негласный кодекс дистанции. Они могли изредка мелькать вдалеке между стволов деревьев или щипать траву на дальних склонах лощины, но никогда не подходили к деревянным заборам, разделявшим цивилизацию с ее ровными газонами и нетронутую природу. Забор служил непреодолимым психологическим барьером для лесных гостей. Но для Чито эта граница стала персональной трибуной. Высокий деревянный забор был его излюбленным местом для медитаций и дневного отдыха. Кот грациозно взбирался на самую верхнюю узкую балку, аккуратно поддирал под себя лапы и мог часами греться в лучах солнца, вглядываясь в прохладную глубину оврага. Его пушистый хвост мерно покачивался в такт ветру, а чуткие уши улавливали малейшие лесные шорохи, треск сухих веток, шелест листьев и далекие шаги.
Чита наблюдал за дикой природой не как охотник, выслеживающий добычу, а как мудрый философ, чувствующий глубинное родство со всем сущим. В один из тихих, наполненных летним зноем дней, тишину заднего двора нарушил отчетливый хруст веток. Хозяйка Чита случайно взглянула в кухонное окно и обомлела от неожиданности. Прямо из чащи оврага к их забору целенаправленно шел огромный самец белохвостого оленя. Его мощное тело, грациозные ноги и внушительные ветвистые рога внушали трепет. Первой реакцией человека был неподдельный страх. Белохвостые олени — создания сильные, импульсивные и пугливые. Испугавшись или проявив агрессию, такой лесной гигант мог одним ударом тяжелого копыта нанести маленькому коту смертельную травму. Хозяйка замерла у стекла, боясь даже крикнуть, чтобы не спровоцировать трагедию. А на заборе разворачивалась совершенно невероятная сцена. Чита даже не подумал спасаться бегством, он лишь спокойно повернул голову навстречу приближающемуся гиганту. Олень подошел вплотную к деревянным доскам ограды, плавно вытянул свою длинную изящную шею и поднес большой темный влажный нос прямо к мордочке рыжего кота. Между двумя существами, разделенными миллионами лет совершенно разной эволюции, повисла звенящая пауза. Чита слегка присобрался, готовый в случае резкого движения легко спрыгнуть внутрь безопасного двора, но в его янтарных глазах не было паники. Кот медленно потянулся навстречу и позволил лесному великану тщательно обнюхать свои усы, лоб и пушистые щеки. Олень шумно и глубоко втягивал воздух, знакомясь с запахом домашнего зверя, а Чита с тем же неподдельным интересом изучал аромат дикой хвои, коры и лесных трав, исходивший от гостя. Спустя пару минут самец благородно кивнул рогатой головой, развернулся и легкой пружинистой походкой скрылся среди деревьев. Тогда людям показалось, что это была лишь редкая счастливая случайность, проявление сиюминутного любопытства молодого оленя. Но это было лишь предисловием к настоящей дружбе. Спустя несколько дней дикие гости вернулись, но уже не в одиночестве. К забору подошла целая группа оленей, ступая мягко и уверенно, словно направляясь к старому доброму знакомому. Кульминация этой невероятной истории произошла теплым послеполуденным часом. Выглянув во двор, чтобы проверить любимца, хозяйка едва не выронила телефон из рук. Чита больше не держался на высоте безопасного забора. Он лежал прямо на земле, в узкой полосе травы с внешней стороны изгороди, прямо под копытами диких исполинов. Кот вальяжно раскинулся на спине, полностью обнажив свой мягкий рыжий живот и вытянув лапы во всю длину. В мире животных это считается высшим знаком абсолютной покорности, глубокого доверия и полного отсутствия страха. Кот добровольно поставил себя в самое уязвимое положение из всех возможных. Приблизив зум камеры, хозяйка затаила дыхание. Олени склонились над маленьким рыжим телом и начали нежно, методично и заботливо вылизывать его шерсть своими широкими теплыми языками. Они бережно проходились по его затылку, приглаживали взъерошенные шерстинки на боках и аккуратно пощипывали шерсть на холке, словно совершали древний ритуал взаимного ухода, принятый в оленьем стаде. Чита в этот момент испытывал наивысшее кошачье блаженство. Он жмурил глаза, сладко потягивался и лениво перекатывался с одного бока на другой, как бы подсказывая лесным парикмахерам: «А теперь, пожалуйста, уделите внимание правому плечу. Там тоже нужно почесать». Слышно было, как громкое, бархатистое мурлыканье кота разливалось по лужайке. Дикие осторожные олени, вздрагивающие в дикой природе от малейшего треска сучка под ногой хищника, стояли вокруг домашнего кота в полнейшем умиротворении, даря ему тепло и нежность. С того памятного дня встречи у забора превратились в нерушимый священный распорядок дня.
Стоило Чита после плотного обеда выйти во двор и запрыгнуть на привычную секцию ограды, как начиналась настоящая магия. Кот просто садился, направлял взор в густые заросли лощины и замирал, будто активируя безмолвный зов. Не проходило и 2 минут, как из густой листвы оврага одна за другой начинали показываться изящные пятнистые мордочки с большими темными глазами. Олени шли целенаправленно и безошибочно, именно туда, где их терпеливо ждал рыжий пушистый смотритель. Начинался их ежедневный ритуал. Сначала долгие взаимные приветствия нос к носу, затем порция расслабляющего массажа и лесного груминга. После спа-процедур Чита вставал на 4 лапы и начинал важно и неторопливо дефилировать по узкой доске забора, а олени синхронно шли внизу по траве, сопровождая его вдоль всей границы участка. Эта процессия выглядела поистине царственно. Кот словно совершал инспекцию своих лесных владений в сопровождении верной свиты из лесных великанов. Вся округа и миллионы зрителей в интернете задавались одним и тем же вопросом: в чем кроется феноменальный секрет простого рыжего кота? У Чита не было в лапах угощений, его не обучали специальным командам, он не обладал никакими сверхъестественными способностями. Единственной его магией было полное, безоговорочное отсутствие страха и открытое, доброе сердце, готовое принимать окружающий мир без агрессии и претензий. Животные, обладающие поразительной интуицией, безошибочно считывали эту внутреннюю гармонию и тянулись к ней, как к источнику тепла. Чита по-прежнему встречает закаты на вершине старого деревянного забора. Он знает великую тайну природы, неподвластную многим людям. Когда ты искренне открыт миру и не несешь в себе угрозы, даже самый пугливый дикий зверь обязательно придет к тебе, чтобы просто прикоснуться теплым носом и разделить с тобой тишину.